Всем доброго раннего утра. У нас уже 5:30 утра. Вот, как видите, уже светло. Но я все-таки решила доснимать, раз уж начала. После того, как я сняла, как избавиться от албасты, по-другому али, алк и прочее. Ну, кому интересно, можете открыть, посмотреть. Мне очень многие люди написали, благодарили за эту работу, потому что у них прекратились сонные параличи. В данный момент мы с вами будем работать с плакун травой. У меня были там такие специально нарезанные, но человек отправил на днях как раз. И спасибо ей большое. Травяные сборы, которые, видимо, она делает, еще лучше. С большей силой они помогают. Хочу вам сказать, что травы в магии, откройте, посмотрите. Там, правда, огромный список трав. Не все, но большинство трав, которые используются в магии. Травы обладают определенной силой на ментальном уровне и имеют силу изгонять вот этот астральный мусор, так называемый, который мы называем нечисти, да, нечистые духи различных категорий. Покажу вам полностью свой алтарь. Вот, трава плакун издревле известна как трава, помогающая в изгнании вот этих астральных сил, лярв, вот этих духов-вампиров, мертвяков, которые застряли между мирами, остались в домах, превращаясь в привидения и призраков. Красиво, да? Это у нас опал, опаловая, вот, опаловая там. Итак, что вам нужно? Песок или земля, камни, то есть не бетон, а настоящие камни, трава плакун и атам. Ну, любой, который вы используете в ритуалах. Я думаю, что те, которые у меня на канале давно, они знают, что ножи, так называемые клыки, ножи и прочее, которые используют в ритуалах, их, естественно, на кухне использовать никак нельзя специально. Или купите специальный нож с железной или деревянной рукояткой и пользуйтесь. Теперь покажу на статуе Гекаты. Когда вы зажжете траву, вы должны будете вот так, таким образом от себя отсекать, как будто, знаете, от себя просто отсекаете с головы, с ног, с плеча, со спины. Естественно, постарайтесь себя не ранить, понятное дело. Вот таким вот образом, очищая, отсекая. Зажгите любую свечу. Здесь нужен источник огня. Рядом поставьте на всякий случай воду, потому что в таких ритуалах огонь бывает очень иногда агрессивный. Вот. И начитывая этот заговор, от себя отсекаете. Вам станет очень легко. Будет такое ощущение, как будто прям груз упал. Резко пройдет усталость. Вот такое ощущение выпитости. Постоянное желание что-нибудь поесть. Даже не поесть, аж пожрать, извините за такой каламбур.
потому что это уже не есть, а что-нибудь похавать. Почему это все возникает? Давайте мы с вами немного поговорим. Значит, о тех сущностях, которые мы с вами будем изгонять. Лярвы. Часто слышим такое, лярвы, да мало кто знает, что это такое, откуда произошло. Лярвы или ларва, личинка с греческого. Греки считали, что духи умерших или духи, которые застряли между мирами, или духи, которые пришли случайно через порталы, они цепляются к живым и начинают вытягивать у них жизненную силу для того, чтобы чем-то питаться, остаться в этом мире, между мирами. Потому что им в этом мире очень некомфортно. Они не с этого мира, естественно. Потом это понятие стало более обширным, и уже не только духи умерших считались лярвами, но и энергетические такие вампиры, полтергейсты, которые цепляются к человеку. Ну и посылы злые, которые со временем, питаясь энергией отрицательной, обретают такое энергетическое тело, становясь примитивными такими духовными существами, но тоже как бы имеют место быть, они есть. Они питаются нашими негативными мыслями, энергиями. Иногда мы можем зайти в интернет, прочитать какую-нибудь гадость, да, и расстроиться. Или, например, вот самолет падает, или люди гибнут. Всякое бывает страшно в нашем мире. И начинается у некоторых такая вот нездоровая радость, что вот так и надо, пусть сдохнут, ну и что, и так далее. И вот вы читаете это все, и он становится отвратительно от этих вещей. Потом еще что-нибудь. Почему говорим, что надо переключаться, надо не питать своими эмоциями всяких энергетических вампиров? Потому что от этих людей исходят эти лярвы. Они как источник этих лярв. Наши постоянные расстройства, переживания рано или поздно собираются вокруг нас вот эти вот вампиризирующие сущности, существа, которые нам потом мешают жить. Вот как, например, есть определенные признаки, как понять, что рядом с вами вот эти вот энергетические существа не очень хорошие. И часто такое бывает. Правда, они приходят и уходят. Не все они такие сильные, чтобы прицепиться к вам. Но есть те, которые прицепляются, начинают вызывать кошмары, страхи внутренние, обжорство. Это все очень опасно для человека, потому что оно бьет по его здоровью, духовному, физическому. Ну вот, например, некоторые признаки есть, когда все время разбитость, усталость постоянно. И неважно там витаминоз у вас, какое время, сколько вы спали, отдохнули. Вы все время просыпаетесь, как будто вас били всю ночь дубинками. Причем все тело ломит, плохо, чувствуете себя к порченным людям лярвы, естественно, цепляются намного чаще, намного более цепко хватаются за них, потому что у них нет этой защиты. У них там либо родовая порча, либо проклятие рода, либо у них там в жизни что-то случилось. Одним словом, один из признаков порчи и наличия лярв, в том числе постоянно в жизни, вот эта усталость, разбитость, внезапные вот такие эмоциональные всплески, это когда меняется настроение внезапно. Пошли на кухню делать всем чай, веселое, радостное, и вдруг вам кажется, что что-то с вами они очень плохо себя ведут, вами все пользуются, да что за хрень вообще, почему я должна там чай делать,
начинаете злиться, начинаете орать на них, на кошек, собак срываетесь. Внезапная смена настроения. Это вашим разумом руководят лярвы. И причем сильные лярвы, которые внезапно могут дети, например, сказать: мам, ты чего, что с тобой? Ты же... А что случилось? Почему ты так сразу? Я даже не знаю, что-то на меня нашло. Я какая-то... Что-то я обозлилась, я не пойму. Нечто, которое как только добирается до вашего сознания, начинает руководить вашим сознанием. А как собрать этой лярве еще больше энергии отрицательной? Расстроить всех вокруг. Вот, например, пьющие люди, люди, которые употребляют определенные вещества, они тоже напичканы этими лярвами. И они все время, они источник этих лярв, расстройства. Они все время у людей забирают эту энергию постоянно. И у них более серьезные лярвы, чем, например, у нас приходят и уходят из-за плохого настроения. Потом депрессия постоянно, тревожность, страхи. Вот когда-нибудь бывало, вот бывают годы, когда их особенно много, бывают очень тревожные годы. Вот постоянно такие навязанные страхи, мысли, навязчивые состояния, как еще это называется, как бы тревожное состояние, то есть постоянные, как все, представляете, забыла это слово, постоянное ощущение таких атак эмоциональных, когда вам кажется, что вы никому не нужны. Да вот люди в какой-то момент скажут, что я вообще никто, звать меня никак, никто меня не любит, и ничего, и зря я все это делаю. Неважно, чем вы занимаетесь. Может быть, вы свадьбу организуете, и у вас все время ощущение разоблачения какого-то, что все люди поймут, что вы не такая уж там замечательная, не такой уж замечательный мастер, и что лучше вас кто-то проведет, перестанут вас звать и заказывать. Вот эти вот тревожные вот эти атаки постоянные. Уже забыла, как они называются, представляете? Ну, все, неважно. Ну, вы поняли меня. Это только тоже внушение от лярв. Вот эти все, вот эти качели эмоциональные, когда вам все время как будто кто-то внушает, что вы никому не нужны, что вообще вам, зачем вообще ты живешь на этом свете, никто тебя не любит, ты такая страшная, и такая дура, и постоянно вот эти вот эмоциональные, тревожные вот эти атаки идут. Мысли навязчивые. Навязчивые мысли, причем, вспомните, в детстве бывали моменты, ученые говорят, что, значит, мысль, слово не доходит до сознания. Вот человек закрыл дверь, значит, и все время он вот куда-нибудь едет, и все время ему кажется, что он дверь не закрыл. До его сознания не доходит. В этом случае советует сказать: я закрыла дверь. Вот вы сказали, дошло до вашего мозга, это слово впилось там, значит, вы можете спокойно быть, вы закрыли. Я там дала собаке воду. Что еще? Это слово пытаюсь вспомнить. Тревожные атаки. Ладно, не вспомню, надо, бывает такое. Но есть еще такое, когда вы в детстве сами себе клятвы давали. Вот кому это знакомо? Клянусь, я вот буду так делать. И из-за того, что вы поклялись, вам приходилось делать нечто такое, чего вы не хотели. Например, вот вы сами себе даете какую-то клятву внутри, что вы сейчас вот разобьете эту вазу. Иначе у вас дома что-нибудь случится. Или иначе мама с папой умрут. Такие ненормальные мысли, это приходят детям, когда у них еще защита слабая, что вот если я это не сделаю, что-то плохое случится. Ребенок берет и делает. А потом не может себе объяснить, почему он это сделал. Вспомнила: паническая атака. Думаю, какое слово, никак не могу. Панические атаки, вот, внутренние, которые ни с того ни с сего появляются. Так вот,
И вот еще, значит, навязчивые мысли, которые могут все время сопровождать человека, какие-то клятвы, какие-то внутренние свои фантазии, которые вы понимаете мозгом своим, что оно не настоящее, нереальное, но почему-то вот что-то вам говорит, что нет, неправда, это именно так, вот это так и должно быть. Скоро что-нибудь плохое случится. Это не ваши мысли, это навязчивые эти панические атаки или какие-то внутренние фантазии не очень здоровые. Знайте, что рядом с вами это некто есть. Потом, когда вы вот внезапно смотрите куда-то, например, взгляд останавливается, и у вас по всему телу идут мурашки, гусиная кожа. Вы увидели, вы посмотрели в глаза этой силе. Вы не видите физически, но вы посмотрели в глаза, то есть это вы увидели. Ваши глаза, вот та часть вашего сознания, оно видит. Физический глаз не увидел, но ваше сознание его увидело. И вот это вот сразу, вот эта гусиная кожа, этот жуть, это жуть и вот это вот мурашки по телу, это говорит о том, что если у вас часто это происходит. Дальше. Холод внезапный, вот похолодела спина, как будто кто-то подходит. Никого нету, повернулись, все нормально. Чье-то присутствие, но и вот этот вот холодок резкий, жуткий холодок. Вот знаете, вот такое ощущение, как будто сейчас вот с той комнаты сейчас выглянет вот львиная голова или волк. Или вот бывает иногда человек лежит, например, и ни с того ни с сего у него ощущение, сейчас кто-нибудь на меня прыгнет. Это вам не кажется. Прыгнуть, может, никто не прыгнет, но кто-то собирается, кто-то атакует. И оно атакует вас. Но вы это не почувствуете. Лярвы – это не албасты, лярвы – это не духи, которые приходят, душат и так далее, или там звуки издают. Нет. Но лярвы – это те вампиризирующие духи, которые вцепятся в вашу энергию и будут забирать жизненные силы. Значит, у вас будет депрессия. Вы видите, слышали? Да, кто-то спрашивался, ладно, поскрипели полы. У вас будет депрессия, у вас будет внутренний страх, у вас будут панические атаки, у вас будет чувство опасности, страха, ожидания чего-то нехорошего, значит, холодок резкий, желание что-нибудь есть постоянно. Потому что, когда вы становитесь неуклюже, когда вы начинаете полнеть из-за депрессии, вы страдаете, вы себе не нравитесь, вы выплескиваете в атмосферу все время отрицательные эмоции. И это им тоже нужно. Они должны заставить вас постоянно быть в напряжении, в страдании, в усталости, нежелании жить, чтобы вы все время их питали, одним словом. Потом зависимости. Все зависимости, никотиновая зависимость, иная, выпивка, это тоже лярвы. Только они разные бывают. Они бывают разных категорий, потому что есть мелкие лярвы, есть побольше. Сейчас мы немножко об этом тоже поговорим с вами. И постоянное чувство присутствия чего-то. Кто-то есть рядом. Вы не одни. Ощущения. Они, причем это не полтергейст, это не такие духи, это не привидения. Они не будут вас пугать там криками, стуками, нет. Но чувство все время, вот, например, сидишь и внезапно смотришь в окно. Почему? Постоянно в окно, как будто кто-то оттуда смотрит. Но никого нету. Видно, что пустота и окно вроде пустое. И вот такое чувство, сейчас кто-то постучит. Сейчас лицо покажется. Это все игра вот этих духов. Но одно но, что кому-то, например, они приходят и исчезают, а кому-то навязываются, надолго сводят с ума, одним словом, человека. Значит, как они могут паразитировать на нас? Они пытаются энергией, вызывают острую жажду есть, потом острую жажду, предположим, идти это все вырвать обратно, как она называется, булимия, да, по-моему. То есть усиление аппетита и резко, значит, отторжение еды, желание избавиться.
Далее. Внутренний стыд. Ощущение, как будто ты что-то скрываешь, как будто какой-то преступник, что-то не то. Вот вдруг узнает кто-нибудь, что я вот так себя веду, что я боюсь чего-то. Постоянные срывы внутренние. Это очень опасные духи. Если кому кажется, что это там ерунда какая-то, нет, поверьте мне. От них время от времени обязательно надо избавляться, и тогда ваша психика будет крепкой и сильной, потому что они все время вокруг нас. Иногда цепляются, иногда человек сам по себе, вот эти чистки и прочее, они их отсекают вместе со всеми, что мы там перечисляем, говорим, их отсекают, убирают от нас. Но в любом случае их нужно время от времени, именно вот конкретно лярвы, убрать тоже нужно. Есть мелкие лярвы, средние и, значит, крупные или большие, или сильные лярвы. Ну, например, смотрите, вот мелкие, вот это постоянные какие-то нелепые желания. Вот прям захотелось встать посреди ночи, пойти чай попить или поесть. Не путайте это, внутри там бывает, организм требует. Но когда у вас это постоянно, ненормальное состояние, как будто вот прямо сейчас надо есть, иначе мне плохо станет. Ой, я так хочу взять, поехать, что-нибудь купить. Купили, а оно вам не нужно. Зачем я взяла? Просто взяли, деньги потратили, а эти деньги вам были нужны на что-то большее. Оно вам даже не нужно было. Но у вас навязчивые делают. Посмотрели вот где-то на сайте. Хочу поехать и взять. Или хочу заказать. Опять говорю, не путайте с желаниями, потому что не все есть показатель лярв. Но когда у вас постоянно это повторяется, и вы понимаете, что это какое-то ненормальное состояние, это лярвы. Но это так, вот знаете, так не страшные, как бы вот эти вот мелкие лярвы. Они особо ничего не могут у вас вызвать, они не так сильны. Они со временем отцепляются, уходят, когда вы сильнее становитесь, когда у вас хорошо с делами, эмоций больше хороших. Они постепенно уходят. Есть средние, вот они могут отвечать за рассеянность, невнимательность. Что-то у вас постоянно что-то в голове, какие-то мысли дурацкие, непонятные. Не знаете, что делать, ничего не хочется, усталость. Опять не путайте с усталостью естественной. Но если у вас это месяцами, и у вас внутреннее нежелание ничего делать, вы не любите свой дом, вы не любите свою работу, отторжает все, злит все, ребенок злит, раздражает, собаки, кошки злят, все злит, ничего не хочу. Усталость, ничего не надо. Все мое желание как будто убито внутри. Сжирает меня кто-то. Это тоже, скажем так, это тоже лярвы, но это уже средние лярвы. А есть более сильные лярвы, когда начинается, например, внутренняя злость, безудержная страсть, безудержная тяга к сексу. И такое есть, когда человек, ну, например, когда делают, скажем, порчу, да, на разврат, вот как раз их и призывают и отправляют к человеку. Опять не путайте с молодостью и с естественным желанием. Но когда это ненормально, когда это навязчиво, когда смотришь на человека и хочешь его, потом на другого, и этого хочешь, это ненормально. Это с твоим разумом, то есть кто-то овладел и ведет тебя к бездне, к безумию какому-то. Потому что на этой почве тоже может что-то случиться. И какой-то безумные, знаете, такие хобби, прям навязчивая идея на охоту идти, на рыбалку. Все время. Когда у вас какое-то желание есть куда-нибудь идти, там, отвлечься, это один вопрос. Но есть навязчивая идея, когда человеку кажется, что всю птицу он должен перестрелять, всю рыбу он должен поймать. И вот он вечно дома скандалы из-за этого, потому что меня тянет, я не могу, я должен туда пойти. Это тоже ненормально. Это уже на психическом уровне они воздействуют. И такие вещи надо снимать, иначе человек просто из-за этих навязчивых идей начнет просто сходить с ума. Потому что он не может себя контролировать, он не может себя как бы привести в норму, в порядок.
его желаниями, его вот какими-то безудержными страстями кто-то руководит. Но чаще всего это навязчивые идеи, это панические атаки, это усталость, это злость, это депрессивность и так далее. И этому подвержены чаще всего люди в какой-то определенный момент своей жизни. Заставьте себя от них избавиться. И самое неприятное, что всеми силами они не хотят уйти. Как только соберетесь делать какую-то чистку, то спать хочется, то устали, то отвлекаетесь на что-то. Возьмите себя просто за шкирку, посадите рядом с алтарем и сделайте эту чистку. Плакун траву можно заказать, купить. Можно в этих эзотерических магазинах магии взять, купить. Везде они есть, потому что плакун трава, она пользуется часто, используется точно так же, как зверобой, как, ну не знаю, могильник, что у нас еще есть, полынь, значит, все, уже забыла. Ну, в общем, да, значит, можжевельники и прочее, их много. И они обычно иногда продаются, вот шафран есть белый, значит, в этом, вместе в наборе продаются, и можно их заказать, купить, использовать для работы. Так вот, значит, берем атам, начинаем, я уже как объяснила, вот просто над собой, как будто отсекаете что-то от себя, вот что-то от себя убираете, вот так вот. Можете коснуться слегка, неважно. Читайте столько раз, пока вам не станет легче. Можете 6 раз, можете 10 раз, 12, неважно. И, значит, траву зажгли, она горит. Можете подкидывать, если у вас есть. Можете пользоваться спиртом. Можете вот этими горючими, значит, для розжига, этой жидкостью. Так лучше и быстрее горит. Сейчас я чуть-чуть отодвину. Зажгу. Мне, конечно, неудобно будет подкидывать эту траву, но она будет гореть. Я буду просто читать, а там как получится, сколько сгорит, столько и сгорит. А от этой травы убегает, от силы этой травы, она сбегает, просто уходит, видите? Поэтому всегда надо на всякий случай рядом ставить емкость с водой, на всякий случай, потому что мало ли что. Вот сейчас она будет гореть. Я прочитаю после. Почему? Потому что мне так удобнее. Вам, конечно, можно зажигать, читать, зажигать, кидать. А я сейчас... Моя задача как бы вам передать этот заговор. Я сейчас не смогу себя и там очищать и прочее. Я просто вам заговор передам. После чего, когда она сгорит, это все в этот же день, если вы вечером делаете, утром, днем, неважно какое время, ну, работает лучше под утро или когда солнце начинает садиться. В это время лучше действует, естественно. Они более активны и быстрее их можно убрать от себя. Оставляйте остыть. Конечно, так сразу не унесете, да, и это все вместе можете кинуть в пакет, когда уже пепел там остался, вынести, оставить под деревом, положить 6 монет и сказать «откупаюсь» и молча уходить. Время от времени повторяйте, и вы увидите, как у вас начнет уходить депрессия, как у вас начнет уходить нежелание жить, усталость. Еще один момент. Вы не можете за других это провести, именно с ножом, но если вы чувствуете, что у вас дома они поселились, и у ваших членов семьи неприятное состояние и прочее, вы можете просто для семьи провести, не называя их имен, если они сами не хотят на себя там сделать,
Отчасти вы можете из своей территории, своего дома изгнать эту силу, изгнать. И каким образом это сделать? Провести, начитать. Просто начитать, потому что здесь не говорится от меня, пусть уходят и так далее. Здесь сказано, чтобы плакун трава их собирала и забирала. Поняли, да? Можете просто читать и для себя, а потом для семьи. Просто делать без ножа, не очищая себя, а просто читать этот заговор. И вы заметите, что улучшится атмосфера в доме, в семье, потому что оно отчасти изгонит. Было бы, конечно, хорошо, если бы человек сам провел. Эффект намного лучше. Именно с атамом, но не с вашим. У каждого должно быть свое. Эффект был бы лучше. Но если никак, ну, хотя бы вот такой вариант уже нормальный и уже подействует для оздоровления семьи и дома. Итак, слова следующие. Плакун, плакун, всем травам мати. Плакала ты много, плакала ты долго, слезы твои пошли по миру, вой твой разнесли ветры над морем. Плакун, плакун, наплакала немало, плетьми злые силы оплетала, духов нечистых слезами потопляла, к себе их навеки повязала, от меня отсекала. В бездну глубокую их закидала, в тартар согнала. Замкни их в ямы, не отпускай, спуску им не давай. Меня очисти, обнови, от нечисти освободи. Пусть и убегут они от твоей силушки. Плакун, плакун, всем травам мати, да будет мое слово при тебе крепко да цепко, заклинаю. Если вы делаете для семьи, вы говорите, например, не отпускай, спуску им не давай, нас очисти, обнови. Уже слово «нас», мы. Имена называть не нужно. Хочу вам сказать, что очень сильно помогает, если просто плакун траву положите рядом или под подушку, или под кровать. Тоже помогает, не подпускает их. По крайней мере, сон у вас станет лучше. Еще раз. Плакун, плакун, всем травам мати. Плакала ты много, плакала ты долго, слезы твои пошли по миру. Вой твой разнесли ветры над морем. Плакун, плакун, наплакала немало. Плетьмы злые силы оплетала. Ой, немножко голова закружилась, извиняюсь. Слезами потопляла. К себе их навеки повязала. От меня их отсекала. В бездну глубокую их закидала, в тартар согнала. Замкни их в ямы, не отпускай, спуску им не давай. Меня очисти, обнови, от нечисти освободи. Пусть и убегут они от твоей силушки. Плакун, плакун, всем травам мати, да будет мое слово при тебе крепко да цепко, заклинаю. Ну, вот попробую еще и этим теперь читать, поскольку все равно я особо не провожу, а вас учу. Плакун, плакун, всем травам мати, плакала ты много, плакала ты долго, слезы твои пошли по миру, вой твой разнесли ветры над морем. Плакун, плакун, наплакала немало, злые силы плетьми оплетала, духов нечистых слезьмы потопляла. К себе навеки их повязала, от меня их отсекала. В бездну глубокую их закидала, в тартар согнала. Замкни их в ямы, не отпускай, спуску им не давай. Меня очисти, обнови, от нечисти освободи. Пусть убегут они от твоей силушки. Плакун, плакун, всем травам мати. Да будет мое слово при тебе крепко да цепко, заклинаю. Шатает очень сильно. Прочитаю еще раз. Даже обновляет меня, хотя я и не провожу, но слова-то очень сильные. Плакун, плакун, всем травам мати.
Плакала ты много, плакала ты долго, слезы твои пошли по миру, вой твой разнесли ветры над морем. Плакун, плакун, наплакала немало, злые силы плетьми оплетала, духов нечистых слезьми потопляла. К себе их навеки повязала, от меня их отсекала, в бездну глубокую их закидала, в тартар согнала. Замкни их в ямы, не отпускай, спуску им не давай, меня очисти, обнови, от нечисти освободи, пусть и убегут они от твоей силушки. Плакун, плакун, всем травам мати, да будет мое слово при тебе. Крепко да цепко, заклинаю. Ой, прям... Да, немножко меня зашатало вот так вот, пока, значит, потушу. Знаете, да, что их задувать нельзя, а только вот таким образом. И еще раз. Плакун, плакун, всем травам мати, плакала ты много, плакала ты долго, слезы твои пошли по миру, вой твой разнесли ветры над морем. Плакун, плакун, наплакала немало, плетьми злые силы оплетала, духов нечистых слезьмы потопляла. К себе их навеки повязала, от меня их отсекала, в бездну глубокую закидала, в тартар согнала. Замкни их в ямы, не отпускай, спуску им не давай. Меня очисти, обнови, от нечисти освободи. Пусть убегут они от твоей силушки. Плакун, плакун, всем травам мати, да будет мое слово при тебе крепко да цепко, заклинаю. Ой, а теперь извиняйте меня, други мои, но я сейчас загружу и баюшки, видите, который час? Это чтобы потом не сказали, что я так придумала. Угу. Вот так я работаю. Старый еврей так работает. Это для тех людей, которые очень сильно завидуют мне и считают, что все, что у меня есть, это мне просто повезло. Причем незаслуженно. Дорогие мои, если бы вы столько работали, еще бы у вас были люди, с которыми вы работаете, еще бы у вас были свои проблемы в жизни, которые вы должны решить, еще бы вы ребятам помогали, еще бы организовали им помощь, и все это, и так далее, и так далее, и так далее. Кошки, собаки, дом, хозяйство, чистота, порядок, работы и прочее. Вы бы сдохли. Я вам скажу честно. Не завидуйте мне. Не завидуйте. Завидовать тут нечему. Просто меня отправили в этот мир с этой миссией. Я ее выполняю. Добросовестно. Такой я человек. Трудоголик. А завидовать мне не надо. Раз мне дали, значит, я это заслуживаю. Уж дали-то что дали? Просто обычную жизнь. Есть люди богаче меня и шикарно живут. Я им тоже не завидую. У каждого свое. Заслужили, пусть живут люди. Почему бы и нет? Они ж не у меня отобрали, правильно? Наоборот, многим я помогла хорошо жить и помогаю. Все, друзья мои, думайте о себе, помогайте себе, убирайте эти все вампиры вокруг себя. Чем больше вы будете себе помогать, через вашу кровь и генетику вашим детям будет легче жить. Потому что наша защита – это защита наших детей в том числе. Это не эгоизм, это здравый смысл. Вы должны о себе думать, чтобы суметь и помочь тем, кто рядом с вами. Желаю вам всем удачи. А я пошла в объятия Морфея. Если кто не знает, это не мой любовник, а бог сна. А то сейчас еще припишут мне что-нибудь интересненькое. Всем удачи.